Привет, Гурам! Сегодня ты что-то новое придумал? Привет, Саш. И привет всем. Привет нашим зрителям. Да, сегодня я решил немножко, сделать все по-другому. Ну, не совсем все, но во всяком случае, формат, который мы выбрали первоначально, да, и который оказался удачным, как ты сказал, я решил от него немножко отступить. Я не буду его забывать, он актуален. Мы будем снимать видео в этом формате, но сегодня пятница, развратница. Ну, почему нам немножко не отступить от нами же сделанных правил и не постараться что-то прикольное записать, да, и более, может быть, легкое и веселое. Сегодня я вам хочу рассказать о том, что такое charity, что такое... Я забыл это слово опять, господи, почему? Благотворительность. Благотворительность в Канаде. Это огромная часть очень хорошего дела, которое, я буду говорить про Канаду, которое в Канаде постоянно происходит. Благотворительность – это сопутствующая часть, мне кажется, всех крупных бизнесов, всех абсолютно. И очень много средних и малых бизнесов, и даже частных, ну, скажем так, частных предпринимателей, да, человек, здесь может быть и один человек предпринимателем, занимаются меценатством и благотворительностью. Это классно. Теперь в нашем понимании благотворительство людей из постсоветского пространства, да, я скажу так, одним словом, немножко что-то другое. В нашем понимании благотворительность, я не знаю, это чисто очень классный парень. Я вижу это так, как я это видел, да. Очень классный парень, очень богатый, очень знаменитый. Он с огромным добрым сердцем. И вот он хочет осчастливить детей из детского дома и всем покупает по квартире в Торонто. Что-то такое. Ну, может, чуть меньше, но приблизительно. На самом деле, наверное, многое из этого так, а что-то не так. Бизнес, я буду говорить о бизнесе, потому что я представляю свою группу по недвижимости. Вот у нас маечки с логотипом, и на Саше есть такая маечка, он вам потом покажет, с нашим логотипом. И мы, это делаем под эгидой, под зонтиком, амбреллой нашего, естественно, огромной компании, она вообще огромная, но она и наша, Remax Icon в данном случае, да, то есть это франчайз от Remax. Теперь, смотрите, ребята, бизнес не может себе позволить, ни один бизнес, я глубоко уверен, не может себе позволить что-то отдавать и ничего не получать взамен. Как происходит в Канаде благотворительность в общем и целом? В общем, может она по-разному происходит, но идея такая. Вот сегодня мы едем играть в гольф. Я никогда в жизни не играл в гольф, если честно. Это отдельная тема, наверное, насколько гольф прикольная игра. И вообще спорт, да, это спорт, но он один из самых пацифичных, наверное, спортов, не агрессивных видов спорта, не травматичных, очень удобен всем возрастам. И я его обожаю. Хотя я ни разу еще по-настоящему не играл. Но он мне нравится как идея. И он очень удобен для бизнес-людей, которые... Здесь масса гольф-клубов. Он очень популярен и здесь, и в США. И я думаю, во всех развитых странах. Масса людей увлекается, люди встречаются, разговаривают. Можно играть и обговаривать какие-то серьезные дела, сделки и так далее. Он абсолютно не мешает, а наоборот поощряет вот такое, общение, да, то есть есть клубы, ты можешь стать членом этого клуба, и большинство так и делает, и там все отлично. Гольф — это отдельная индустрия, да, здесь огромная. Ну, Саша, я думаю, ты уже в курсе, в принципе, ты уже довольно давно здесь, чтобы не знать этого, правильно? Теперь, что касается благотворительности, вернемся к благотворительности, потому что это важно. Вот наша компания Remax Icon, она проводит этот турнир или игру,
она заплатила за помещение, заплатила за то, что нас будут обслуживать, там будет обед и так далее, за официантов. Сняла на какое-то время вот этот гольф-поле со всем необходимым инвентарем. Там маленькие машинки будут, гольф-машинки, чтобы ездить, чтобы не напрягаться. Все там классно. И теперь смотрите, за это кто-то должен платить. За это платим мы. За это платит моя группа недвижимости, Гурам Джабишашвили, GD Real Estate Group. И другие агенты и группы, которые будут сейчас играть в гольф, куда мы едем. Окей? Мы это будем все снимать, и вы это все наглядно увидите. Часть этих денег, это не все деньги. То есть за билеты довольно скромные по меркам таких мероприятий, они довольно скромные, но они все-таки не дешевые. Да? Наверное, приблизительно как, скажем так, неплохой, не совсем плохой, не топовый, но не совсем плохой билет на хоккейный матч НХЛ в Торонто, допустим. Что-то такое, да? Ну, зачем называть точную сумму? Вот. Теперь, часть этой суммы пойдет, естественно, на то, что я перечислил. На часы, на которые мы сняли этот гольф-клуб, поле, весь этот инвентарь и так далее, и так далее. А вот часть пойдет на благотворительность. И конкретно, в данном нашем конкретном случае, пойдет в фонд госпиталя больных детей. Разве это не классно? Но смотрите, я сразу сказал, что это немножко не так работает, как людям, наверное, кажется, некоторым. Многие понимают. То есть бизнес не может позволить что-то покупать, а мы покупаем, да, билеты в данном случае, и сервис, и игру, которая в принципе нам не нужна, мы можем не играть, это не нужда. Но мы это покупаем, естественно, мы говорим людям, что у нас происходит такой классный ивент, что какая-то часть денег пойдет на нужды, значит, госпиталя, который занимается проблемными детьми, больными детьми, и это классно. И в следующий раз, возможно, к нам захотят присоединиться еще кто-то. И они тоже это скажут. И люди уважают людей, которые, значит, занимаются благотворительностью. И они не молчат об этом. Они, наоборот, всем говорят, что они меценаты, что они благотворительностью занимаются. Теперь, еще один момент, очень важный. Я не хочу вдаваться в это, но благотворительность в Канаде настолько поощряется на правительственном уровне, что деньги, которые ты заплатил или отдал на благотворительность, ты можешь вычесть из своих налогов, которые компания получит. То есть эти деньги фактически не налогооблагаемая база. Я не хочу дальше говорить, я предвижу, что кто-то там сделал, прокомментирует, что, слушай, ты бы рассказал, что происходит дальше. Да, много чего происходит, и люди на то есть люди, чтобы, значит, разные хорошие задумки превращать не в очень хорошие, и там, возможно, разная интерпретация и разные схемы, которые действительно имеют место в западном мире, но при всем при этом, огромное количество денег так или иначе попадает на счет тех организаций, которые реально помогают людям. И это разные организации, это, я не знаю, бездомные, это Канада холодная страна, здесь бывают сильные морозы, очень много людей, которых нет просто реально на улице, их кормят, им бесплатно раздают вещи, им бесплатно раздают еду, у них есть бесплатный доступ переночевать где-то. Вы понимаете, что за это кто-то должен платить? Когда мы говорим, за это должно платить государство есть мы. Поэтому это мелкий, средний бизнес, это большой бизнес, это просто граждане, это наши налоги. И вот как они распределяются, это имеет значение. Я думаю, что для вступления я сказал более чем достаточно и более чем серьезно. На самом деле это классный ивент. Сегодня 13 число. Не верьте, что 13 число несчастливое число. Просто потому, что сегодня мы соберем денег и отправим их нуждающимся детям. И они получат какую-то помощь. Поэтому 13 уже не несчастливое число. Это раз. А во-вторых, чисто с моей стороны, у меня теща родилась 13 числа, которую я очень люблю. А если бы ее не было бы моей жены, которую я обожаю, а если бы не было моей жены, не было моих детей, которых я без ума, и вообще моя жизнь была бы ноль, пустая. Поэтому вот такая, знаете, цепь событий получилась от того, что
13 числа, не сегодня, 13 числа родилась моя теща Вера Сергеевна. Привет, Вера Сергеевна. Вот и все, что я хотел сказать, но не может оно быть несчастливым. Не верьте вы во все это. Все настолько счастливо или несчастливо, насколько мы хотим его видеть. Но теперь, я думаю, мы остановимся на рекламную паузу и продолжим уже непосредственно, когда мы доедем до места назначения игры в гольф. Can I get your attention? Like, where am I supposed to be? Here is our card. To point out, we don't have the whole course. There's about 5, 6, 7 holes that are open for the members and the public. So just keep that in mind. But all the holes that are there that are marked, closest to, longest drive, closest to the rope, all those things are marked. So just read those. Take 30 seconds and read the rules before you tee off. One thing you need to know is that +2. Look at circle +2 is the highest score. So once you're 2 over par, pick up the ball and go to the next hole. The one thing that wasn't in that we want to try this year is that every golfer has to have their tee shot used for at least 3. That makes it strategic. So you may not take the longest ball, but you take the best ball. So every player uses 3 of their tee shots. So here's envelopes with mulligans to help you out. Okay? Other than that, This is like a Tesla, right? Oh, come on. It's not going. It's going actually. Oh, there's a puddle here. Oh my god. Okay guys, let's go. Woohoo! My cameraman is lost, huh? Давай. Подрезай его. Да не, поедем вот так. Вот так и поедем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Погоня! Погоня! Полный газ! Окей, guys. Ребята, это вот мы нашли, короче, то, что нам надо. Вот эта вся движуха, я не знаю, что здесь происходит. А здесь вот, короче, вот видите, сколько мячиков. Посмотри, покажи, сколько мячиков. Подходишь к любому мячику. Я не понял, с какой стороны его надо бабашить? О, мячик. Она он везде вот. И любой, короче, фигачишь. Это тренировочная, короче, это полигон, тренировочный полигон. Оба! Только я не знаю, с какой стороны? Вот этой, да, наверное? Да, да. Окей. Сейчас главное, чтобы никого не убить. Тебя главное не убить, себя не убить. Okay. Так. Как оно? Двумя руками надо или одной? Да-да-да. Она какая-то маленькая. Нормально, еще разочек. Как-то здесь без газона теперь. Оу, yeah. Sorry, guys. Второй раз, не первый раз.
Не, нормально. Продолжаем. Смотри. Нормально. Нормально? Да. Еще разочек. Это какая-то секта. Давай посмотрим, как они играют. Ну красиво, да? Очень красиво. Вы посмотрите на эту полянку. На вот этом красавце приехали. Да. Я думаю, это. Мячик правильно. взял? Оп, сори. Оп, оп. Опаньки. Вот она. Вот она красавица. Луночка-то. Вот она. Хо-хо! 18B. Because we end up throwing them out. No, go ahead. Thank you very much. Dinner. Что хочешь сказать? Я хочу сказать, что все отлично, замечательно, Like a butter tart type. и будет еще лучше. Все, что я хочу сказать. You can grab one. Yeah. Ну вот, в принципе, и подошел к концу наш увлекательнейший день на поле гольфа. Было очень интересно, это было в первый раз, как я уже сказал, и для меня, и для Саши. И получили массу эмоций, удовольствия. Я надеюсь, вам понравится, или понравилось то, что вы увидите. Я хочу, наверное, добавить ко всему, что я уже сказал, что это не носит, сегодняшний день он не носит какого-то спортивного характера, то есть никто ни с кем не соревнуется, вернее так, чуть-чуть кто-то с кем-то соревнуется, то есть мои коллеги борются за приз, мы в этом не участвуем, мы участвуем в самом главном, мы участвуем в том, что какая-то часть денег, как я уже сказал, но еще раз повторю, она отправится на хорошее дело, на помощь кому-то, в данном случае детей. И это классно. Что касается гольфа, какие у меня впечатления, какие у меня ощущения, почему он так популярен в Канаде, и не только в Канаде, да, а в развитых странах. Потому что это спорт. Он для всех, абсолютно всех людей, вне зависимости от возраста, вне зависимости от физической подготовки. То есть это что-то, что ты можешь делать в свое удовольствие, не спешить и получать просто, может быть, удовольствие просто от того, что ты ходишь или ездишь по этим большим зеленым полям. Если у тебя получается, если ты умеешь, большинство людей более-менее это получается здесь, выбивать, сбивать мячики, вбивать их, вколачивать их в лунку и так далее, и так далее. Это очень классный спорт, очень классное времяпрепровождение на свежем воздухе,
оно достаточно активно, но в то же время не столь, значит, как сказать, tiring, да, то есть ты не сильно устаешь, когда ты играешь в гольф. Ты можешь устать, а можешь и нет. Оно классное. И мне и Саше очень понравилось. Мы обязательно будем продолжать нашу дружбу с этим замечательным видом спорта. Никаких целей мы себе не ставим, то есть нету никакого желания стать какими-то там, я не знаю, супер чемпионами гольфистами. Такого нету, но абсолютно есть желание научиться сносно, значит, попадать по мячу, посылать его туда, куда тебе хочется, и так далее, и так далее. Что еще сказать? Проводите время больше на свежем воздухе, друзья. Улыбайтесь. У природы нет плохой погоды. В данной конкретной ситуации погода просто замечательная. Она шепчет. То есть это солнце, это бриз, это идеальная среда, ухоженное поле гольфа. Такое впечатление, что ты в рай попал. Но даже если этого нету, это не повод к тому, чтобы грустить, забыть о том, как прекрасна жизнь и как важно ею радоваться. И, конечно, не забывать, что всегда нужно сделать что-то хорошее и помочь людям, которым повезло немного меньше, чем вам. Все, что я хотел сказать. До следующих встреч. Мы обязательно будем дальше показывать нам все эти канадские реалии и окунать вас в нашу жизнь. До скорых встреч!